а как поднять бабла. Ставь лайк и подписывайся на канал, а в комментариях тебя ждет розыгрыш премиум аккаунта. Привет, дорогой друг! Я уверен, что вы все задаетесь вопросом, как же все-таки зарабатывать в этой игре без према, пассивно, не напрягаясь, вообще в принципе ничего для этого не делая. Ну вот все хотят зарабатывать много денег. Сейчас один из способов на новом евросервере я вам расскажу. Речь пойдет сегодня про огороды. Огороды в Альбионе, как всем известно, приносят немаленькие деньги, особенно тем, кто ими занимается. Сегодня будем рассматривать, сколько что стоит, что садить, что выгодно, что делать с семечками, вообще как в принципе зарабатывать и через сколько это все окупится. Все посчитаем, в цифрах все будет указано. Итак, для того, чтобы построить огород, нам нужен персонаж, на котором от 7 дней премиума куплено. Делается это очень просто. Либо создается твинк, на который впоследствии делается этот огород, либо вы на основного персонажа фармите серебро любым способом, или покупаете премиум и создаете себе остров. Где покупать остров? Остров обязательно должен быть в Корлеоне, потому что в Корлеоне, во-первых, бонус к переработке еды 15%, а это немало, особенно если у нас много островов. А во-вторых, если вы хотите, например, завести свой станок, то станок будет обязательно в Корлеоне, потому что крафт вещей будет производиться там с целью продажи их на черный рынок. И таким образом вы будете выращивать себе еду для станка, и черный рынок кормить, и крафтить другие вещи. И вообще, в принципе, еда в Корлеоне очень хорошо расходится. Теперь о самом важном. С недавних изменений на острове в каждую ячейку можно ставить огород. Раньше было можно ставить от огородов 6 штук на остров 6 уровня. Теперь же все слоты на острове можно засадить огородами. Что из этого у нас получается? У нас получается то, что на острове 6 уровня есть 16 мест под грядки. Это не обязательно грядки, но я все-таки рекомендую в Корлеоне, так как крафт пищи, грядки. Вы можете делать то же самое в Брисилионе и делать зелья из травы. Выращивать скот вы можете вообще где угодно, в принципе. Но вот начнем с огородства. 16 мест под огороды. Соответственно, это 9 ячеек под семена в каждом месте. Соответственно, 144 семечки нам понадобится для выращивания на 16 местах на одном острове 6 уровня. Принесет нам это суммарно 1300 продукта. Если вы выращиваете морковку, вам придет 1300 морковки. Если капусты, 1300 капусты. Тут понятно. Но что выращивать из этого списка-то большого? Выбирает каждый для себя сам. Вот что вы ему удобнее всего выращивать, то и выращивайте. Естественно, для прокачки уйдет несколько дней, я понимаю. Это ничего не стоит, заработок начнется потом. Я советую все-таки перекрафчивать это все в еду, так как 15% Корлеона, напоминаю, ну терять не хочется. Вот. Выбирайте для себя нужный продукт. Например, я для себя выбрал картофельный салат. Он хорошо расходится в Корлеоне, так как тут все крафтят. Его очень легко создать, и он вообще не запарный, в принципе, для прокачки, так как 6 уровень открывается буквально на 2-й день. С такого большого острова. Вот. С одного острова вы получите 1300 капусты или картошки, например. Соответственно, если вы все пополам садили, то у вас получается за крафт требуется 72 капусты и 72 картошки. Что на выхлопе дает вам 180 супов. Прибавляем к этому 15% возврата и получается 207 супов. И здесь важное уточнение. Если вы крафтите с фокусировкой, то у вас супов будет намного больше. Я крафчу с фокусом, и каждый раз повышается мастерка все больше и больше, фокуса требуется все меньше и меньше. Соответственно, чем больше вы прокачаете крафт именно одного блюда, тем больше у вас будет выхлоп в дальнейшем. Вот у меня, например, восстанавливается в день 10 тысяч фокусировки, как у всех. Соответственно, супов я в день делаю где-то 230. 230 супов в Корлеоне они стоят по 5600. Мы это перемножаем и получаем 1 288 000 серебра ежедневно с одного острова. Закуп семян
я сюда не беру, потому что он всегда разный. Потому что возврат семян идет тоже разный. Иногда мне возвращается и нужно, много. И надо докупить несколько там семян, там от 1 до 5 до 10. Это ни о чем. А иногда, плохой день у Альбиона, и возвращается мало семечек, и приходится немножко раскошеливаться. Но даже если так, 1 допустим, вы вычтите семечки, миллион в день с одного острова, это очень хорошая прибыль, очень. У меня 2 острова, я рекомендую делать сразу второй. Почему? Потому что один остров я полностью засадил капустой, второй остров я полностью засадил картошкой. Так просто удобней. Так 1300 капусты с одного острова собрал, 1300 картошки с другого острова собрал. Пошел, сделал уже не 180 супов, а 360, плюс возврат, плюс фокусировка, 420-430 супов. Уже очень большая сумма накопилась. Так, и сколько же нам нужно денег-то, чтобы апгрейдить остров? Самое это важное. Для первого уровня на европейском сервере нам понадобится 13 980 серебра. Для второго уровня 349 500 серебра. Для третьего уровня 786 375 серебра. Для четвертого уровня 917 437 серебра. Для пятого уровня 1 048 500. И для последнего 6-го уровня 1 398 000 ровно. Соответственно, если мы все это складываем, для одного острова 6-го уровня нам понадобится 4 513 792 серебра. Скажете, что это много? Я скажу, что это вообще ни о чем. Потому что, напоминаю, с одного острова, 1 288 000. Если мы это на 2 умножим, у нас будет 2 острова. Соответственно, 2 острова будет стоить 9 27 584 серебра. Это 2 острова, 9 миллионов. С этих же 2 островов в день мы будем собирать 2 536 000. Или 546 000 серебра. Соответственно, окупаемость 2 островов у нас составит 3,5 дня. 3,5 дня это просто ни о чем. Окупаемость. Не берем пока семечки в расчет. Чисто окупаемость островов. Еще 3 дня мы будем окупать семечки, потому что на них выйдет достаточно внушительная сумма. 144 семечки картошки и капусты, это достаточно много. Вот. Еще 3 дня. Итого за 7 дней, мы окупим полностью острова плюс семечки, и дальше начнется только наша прибыль. Прибыль, считайте сами. Если за счетом, с вычетом семечек при самом плохом раскладе 2 миллиона в день. Вот ничего не делая, просто заходишь, ничего не поливаешь даже вообще. И даже с фокусом крафтить не обязательно. Просто пошел в еду, перегнал это все в Корлеоне и продал на рынок. 2 миллиона в день. Это так работает, в моем случае с картофельным салатом. Я никого не заставляю выращивать именно картошку и капусту, так как выращивать можно все что угодно. Вы можете выращивать все, что захотите. Выбирать ветку для крафта абсолютно любую, то, что вам больше нравится. Можете крафтить жаркое, пироги для собирашек, омлеты. Это все раскупается. Абсолютно вся еда на рынке всегда нужна. И будет всегда нужна. Сейчас я занимаюсь тем, что открыл 3-й остров для себя, полностью апгрейдил до 6-го уровня и буду делать там, питомник. Не для выращивания редких ездовых питомцев, а гусей, уток и свиней и прочее. Буду делать что-то там побольше, например. Картофельные салаты, когда добью, мастерочку там повыше, начну какие-нибудь делать пироги, например, для собирашек. Чего и вам советую. Чем больше островов у вас сейчас будет, тем быстрее вы их окупите. Чтобы удобно и быстро собирать любой выращенный продукт на вашем острове, зажимаете клавишу Shift на клавиатуре и жамкаете левой кнопкой мыши на него. Очень быстро собирается остров, вообще не напряженно. На сегодня это все, что я хотел вам сказать. Пользуйтесь лайфхаком, пользуйтесь островом, не забывайте про это. Всем спасибо за просмотр, всем удачи в розыгрыше премиума, всем спасибо и увидимся на просторах европейского сервера Albion Online.